Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, ароматный и очень-очень быстрый и простой в приготовлении клубничный пирог со штрейзелем. Готовится он из самых простых и доступных продуктов. Главное, чтобы была свежая клубника. Итак, сначала нарежем клубнику. 500 грамм свежей клубники я нарезаю вот таким образом. Те клубнички, которые покрупнее, я режу на четвертинки, и те, которые помельче, на половинки. Клубника здесь не должна быть очень переспевшей, иначе потом это все будет смотреться как каша уже в пироге. 5 яиц среднего размера, комнатной температуры, весом без скорлупы яйца примерно по 50 грамм. 16 грамм ванильного сахара, щепотку соли обязательно добавляем. Повзбиваем просто до состояния пены. Порциями ввожу туда сейчас 250 грамм сахара. Сейчас, когда ввели весь сахар, взбиваем всю эту массу примерно 3-4 минуты, не дольше. Дольше взбивать нет смысла, потому что выпекать все равно будем со сливочным маслом, с разрыхлителем. Вот такая пышная масса в итоге должна у нас получиться. Отставляем пока в сторону. 250 грамм размягченного сливочного масла. Я взбиваю примерно 2-3 минуты. Масло ни в коем случае здесь не должно быть очень холодным, то есть пусть оно лучше будет слегка более теплым. Из многолетнего опыта знаю, что вот если взбить заранее масло, так пышнее будет потом выпечка. Добавляю сейчас порциями уже к яичной массе и слегка просто прорабатываю миксером. Ни в коем случае ничего здесь долго не взбиваю уже, просто чтобы объединились эти массы. То есть буквально, чтобы слегка все это объединилось. Вот такая пышная масса будет, она меньше расслаивается, чем если бы мы взбивали все это вместе с каждым яйцом. 100 миллилитров теплого молока я добавляю, только объединяю, ничего долго не взбиваю. Слегка расслоится масса, это не страшно, это так и должно быть. 450 грамм муки я туда просеиваю. И 10 грамм разрыхлителя тоже просеиваю. Перемешиваю миксером, не лопаткой. Очень простое и доступное тесто. Просто до объединения. Долго ничего не взбиваем. Буквально 2 вот таких лопатки, то есть примерно 1/6 часть от этого теста, откладываю в другую миску. Добавляю туда сейчас 1 столовую ложку какао-порошка в эту миску и просто взбиваю миксером до объединения массы. То есть как только она станет полностью глянцевая, коричневая, все, дальше взбивать не нужно. То есть я здесь показываю в реальном времени, вот так быстро это все объединилось. Теперь приготовим самый быстрый штрейзель. 110 грамм муки, 50 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешиваю до однородности. Это самый быстрый способ, как приготовить очень вкусный и красивый впоследствии штрейзель. 50 грамм растопленного сливочного масла. Добавляю туда всю сухую смесь и быстро прорабатываю насадкой крюк. То есть даже не 2 насадки я здесь беру, это такая вам подсказка, а именно 1, чтобы штрейзель получился как можно более равномерный. 34 на 24 сантиметра у меня здесь форма. Выкладываю сейчас все светлое тесто. Распределяю очень аккуратно по форме. Дно я застелила пергаментом. Пергамент у меня здесь силиконизированный. Вы также можете, конечно, и бока формы застелить пергаментом. Но пирог очень хорошо будет отделяться от боковины формы, поэтому я этого не делаю. Сейчас шоколадное тесто я выкладываю вот таким образом, как бы островками такими. Буквально, чтобы на каждый потом кусочек этого пирога, кто будет его пробовать, чтобы всем хватило и шоколадной начинки. Чтобы все это смотрелось в разрезе потом
красиво, чтобы в каждом кусочке шоколадная прослоечка тоже была видна. Делаю на глазок, ничего здесь не вымеряю. То есть вся шоколадная масса должна у нас израсходоваться вот таким образом. Сейчас всю клубнику распределяю также по поверхности. Как раз хватит вот этого количества клубники. И клубнику, как я уже сказала, не нужно брать очень переспевшую для этого пирога. Иначе тогда в разрезе это будет не очень красиво смотреться. Она должна быть такая достаточно твердая. Она вся пропечется, будет все очень вкусно, сочно и красиво. Сейчас также островками я посыпаю штрейзелем, чтобы потом при подаче клубнику сверху тоже было видно. Вы же можете так не делать, вы можете всю поверхность потом посыпать штрейзелем. Выпекать я буду в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции. Выпекать буду на среднем уровне примерно 30 минут. Выпекается он очень быстро, этот пирог. Духовку во время выпечки, конечно же, не открываем. Проверять будем деревянной шпажкой, чтобы она выходила из изделия уже сухая и чистая. Пирог этот обязательно испечется у всех. Это та выпечка, которая всегда получается. Вот такой красивый он получается. Даю ему сразу же полностью остыть в форме. И как только он полностью у меня остыл в форме, этот пирог, я извлекаю его из формы. Сразу хочу ответить на вопросы в комментариях, можно ли использовать другие ягоды и фрукты вместо клубники. Конечно, здесь можно использовать также черешню, очень вкусно будет. Сливу, если она уже такая достаточно сладкая, абрикосы сладкие. Все это можно использовать. Посыпаю сейчас сахарной пудрой, вы можете этого не делать, если вы не любите. Так он будет смотреться более нарядно, пирог. Там, где островки клубники, сахарная пудра тут же растворяется, и очень яркими такими акцентами клубника будет проглядывать из пирога. Пирог нежнейший получается, очень ароматный и необыкновенно просто вкусный. В видео я показываю пирог на большое количество порций, то есть 15-20 порций здесь в этом пироге. Если вам нужен маленький пирог, вы же можете взять вдвое меньше продуктов всех и выпекать его, допустим, в круглой форме 20 сантиметров в диаметре. То есть здесь очень просто все это посчитать, именно вдвое меньше взять всех продуктов, которые указаны в данном рецепте. Пирог очень красивый получается в разрезе, его в принципе можно подавать даже как нарезные пирожные. Очень красивый получается пирог. Пирог очень нежный получается, ароматный, прекрасно надламывается вилкой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.